Вот, я пока напомню, о чем мы с вами общались. Добрый вечер, девушки, здравствуйте. Я пока вам напомню, о чем мы общались с вами на предыдущей лекции. На второй мы рассмотрели с вами первые 7 старших арканов. А, Так, окей. Так, сделаем. Вот, хорошо, сделаем так. Первые 7 старших арканов. Да, я думаю, вы помните. Это маг, высшая или верховная жрица, императрица, император, иерофант, влюбленные или любовники в русском варианте, и повозка или колесница. Мне больше нравится колесница, потому как она подразумевает некоторого рода боевой настрой такой. Хорошо. Ну что ж, так, добрый вечер, здравствуйте все. Заходите, располагайтесь, не стесняйтесь, в чатике можно обмениваться мнениями, ну и задавать вопросы. Если вопросы будут более или менее в тему того, что я говорю в данную минуту, то я, может быть, буду сразу на них отвечать. Добрый вечер, Евгения, Катя, Оксана, Совушка, здравствуйте всем, здравствуйте. Так, я так понимаю, что предыдущая лекция была несколько сумбурной, может быть, для вас, да? Потому как я не давал отчетливые, скажем так, значения арканам. Однако я делаю это сознательно, так как конкретных значений у каждого аркана может быть очень много, и если у вас есть задача набрать больше этих значений, вы можете открыть интернет и вбить там Таро, маг, значение. У вас будет огромный список, в котором можно барахтаться и выбирать то, что вам больше созвучно, больше подходит к вашему видению карты. А вот, собственно, видение карты я и пытаюсь дать. Скорее, это ощущение карты, это внутреннее чувство, которое возникает при общении с тем символом, который выражает карта. Это не значение, это символ. Вот, поэтому, может быть, поначалу вся эта система, в которой я работаю, она может выглядеть, сейчас я вам покажу, для тех, кто первый раз пришел, ссылочка на файлик с этой системой есть в описании к этому видео, да. Для тех, кто впервые пришел, я поясню, что старшие арканы я расставляю по колесу зодиака, так как Таро это, в принципе, очень созвучная с зодиакальной системой мантическая система, и очень много есть того, что есть в зодиаке. Если вы более или менее внятно понимаете, что такое зодиак, с картами вам будет работаться очень легко, интересно и живо. Если пока нет, то я вам советую хотя бы чуть-чуть по верхам почитать хотя бы про свойства знаков зодиака. Это самая яркая, самая известная тема. И вам уже будет гораздо легче работаться с картами, так как, в принципе, карты, как я считаю, они были созданы для того, чтобы помогать объяснять клиентам астрологов, к примеру, о неких высших символах. Давать человеку непосредственный образ вместо длинной вереницы слов. Вот. Первые 7 старших арканов мы разместили в первой зоне зодиака, которая подразумевает начало и развитие чего-либо, чего угодно. К примеру, если это жизнь человека, то Овен, либо первый дом, это Марс и Плутон, так фоном идет, да, это ощущение себя отдельно от Бога, себя как личности. Человек первые 7 лет, он учится быть собой, скажем так. Ну и, соответственно, все это происходит по высшей жрице, по интуитивному внутреннему ощущению правильности либо неправильности. Да? То есть вот заложенные в нас силы, они первые 7 лет развиваются и дают человеку возможность как-то прочувствовать себя в этом мире. Следующие 7 лет это императрица и император. Это то, что в нас могут заложить наши родители, общение с полновесным физическим миром, да, это выход из зоны семьи в зону общения с другими людьми. Где-то до 14 лет человек должен понять, как накопить в себе по императрице что-то полезное и как это упорядочить по императору. Император, я напомню, это Хирон, это ощущение многоуровневости мира,
нахождение на разном уровне. Например, император, если это глава семьи, то это муж жены главы семьи, да, то есть глава семьи, еще выше есть у него начальник, у того начальника есть свой начальник, у следующего есть налоговая, да, у налоговой есть Министерство финансов, у Министерства финансов, в свою очередь, есть свои надстройки, свои шефы, и над всем этим стоит как бы высший закон мироздания, если уж так совсем ходить. То есть вот это ощущение начальствования есть в императоре, к примеру. И вот об этих символах мы и будем говорить. Человек к 14 годам примерно, он должен ощутить вот многоуровневость всего этого мира и попытаться найти себя в этом месте более или менее. Помочь в этом ему может некий авторитет. Обычно это учителя, ну, в нашей системе, в нашем современном мире. Поэтому иерофант это либо положительный учитель, да, то есть тот, который сознательно ведет человека к какому-то определенному знанию и дает это всем, да, в школе учат всех одинаково, скажем так. Хороший иерофант помогает человеку найти в себе то, что ему на самом деле интересно, выделить в себе тягу к конкретного рода знаниям и выпустить в мир, да, выпнуть, скажем так, из вот этого детского такого мира, из этого детского рая, дать путевку в жизнь и сказать, ну все, вот сейчас вы сами плодитесь и размножайтесь. То есть человек должен к 21 году точно определиться с тем, как он себя видит, что он делает в мире, ну и, соответственно, выбрать себе род занятий, скажем так, если это более буквально. И по колеснице, по Луне, он уже должен двигаться в ту сторону, которую ему диктуют эмоции для того, чтобы на новом месте выкопать колодец, да, чтобы заложить дом, усадьбу, скажем так, свое дело, свое место, свою семью создать, свое занятие, вот то безопасное место во внешнем опасном мире, к которому всегда стремится рак, к своему домашнему очагу. Вот. И не зря я напомню символ колесницы, как... Где у нас? Вот они, да, символ колесницы, как как дара богов, богини-матери. Это символ защищенности, символ того, что помогает тебе в этом суровом, жестоком мире делать то, что ты сам не смог бы в одиночку, так скажем. Без колесницы человек не может так быстро бегать, скажем так. А с колесницей он может много, да. Без доспехов он голый и незащищенный, как вот этот мягкий внутри рак, да. А в доспехе, как в панцире, как в ракушке, в которой вот тот самый рак-отшельник живет, он более или менее защищенный. Итак, мы с вами видим личность с богатой внутренней энергией, с желанием что-то делать сообразно своему пониманию, хорошо либо плохо, накопленное, скажем так, богатство опыта жизненного, переданное матери, умение любить, умение упорядочивать все то, что тебе дано, сообразно закону порядку, которому научил тебя хорошо, если отец. Соответственно, некие высшие авторитеты, которые передают тебе массу знаний, помогают понять, что для тебя с человеческой, с традиционной точки зрения будет правильно, дать эти знания, да, и с этими знаниями они тебя из домашнего спокойного рая выпихивают во взрослую жизнь, в которой ты к 25, к 28 годам должен уже создать что-то свое безопасное место, свой очаг. Вот эти первые 7 арканов. Теперь, я думаю, как-то стало более или менее понятно. Теперь зачем я не рассматривал их сразу в линейном порядке, да, то есть можно же просто было взять вот эти арканы и за 5 минут все это вам расписать. Дело в том, что то, что мы видим в первых 7 арканах, оно более или менее понятно и простое. Мы можем это сравнить на примере жизни человека, мы можем тот же самый алгоритм поставить допустим, в сферу развития его бизнеса, если он решил заняться неким делом, вот он что-то хочет делать, и он чувствует, что это людям будет нужно, что это правильно, у него есть некий опыт, он понимает
на каком уровне жизни людям это надо, он понимает, как это делают все обычно, да, но хочет найти свою сферу вот в этом широком деле, ну и, соответственно, хотя бы основать начало дела. Вот хотя бы так. Теперь вопрос, зачем нужна вся эта система, да? Дело в том, что следующие карты, они более сложные, более философские, более глубокие. Там человек взрослеет, там человеку нужно уже как-то более или менее вращаться в этом мире не только в своем маленьком мирке, но и выходить в большой мир. А вот там все более глубоко, более философско, более интересно, более масштабно. И там потребуется уже соответствие между картами. То есть я не просто эти карты расставил колесиком, да, кружочком. На самом деле есть соответствие как между теми планетами, за которые они отвечают, которым они приписаны, которые они выражают, да, так скажем, но и к домам, в которых они стоят. А дома, соответственно, первый и седьмой, их очень много связывает. И, соответственно, арканы, которые находятся в первом и в седьмом доме, тоже много что связывает. Впоследствии вы это поймете, и вам это будет, вам даст это возможность более объемно, более глубоко увидеть каждый из старших арканов на противопоставление с другим. Вот, это будет более интересно. Я думаю, что следующие 7 старших арканов вам дадут уже более объемную информацию. Итак, что это за следующие 7 старших арканов? Сила, отшельник, колесо фортуны, справедливость либо правосудие, повешенный, смерть и умеренность. Вот эти 7 старших арканов. Их тоже можно рассматривать линейно, мы будем двигаться вот по этому колесу, по этому кругу. Если у вас есть какие-то вопросы и уточнения, не стесняйтесь спрашивать в чатике. Я одним глазом я туда смотрю. И прошу прощения у всех, что я не смотрю прямо на вас в камеру. Дело в том, что у меня тут один экран, второй экран. Я одновременно и трансляцию веду, и пытаюсь эту лекцию читать, да, и слежу за порядком слайдов и, собственно, пытаюсь все это еще и контролировать. Вообще такой Юлий Цезарь. Вот, хорошо. Ну что, первый старший аркан, вернее, седьмой старший аркан, первый на сегодня, это сила. Один из самых интересных старших арканов, особенно для тарологов. Очень много споров о том, на каком месте нужно ставить силу, на 8 или на 11. Ну и, соответственно, 11-й старший аркан – это справедливость, либо правосудие. Вот он стоит на 11 месте, и есть мнение, что он должен стоять как бы на 7. Я придерживаюсь версии Уэйта по ряду причин. Версия Уэйта состоит в том, что сила стоит на 8 месте в 5-м зодиакальном доме, и планета, за которую отвечает эта карта, это Солнце. Вот мы видим тут символ солнышка, 5-й дом и, собственно, эта карта. Очень советую всем скачать вот этот файлик, ссылочка есть в описании. Скачайте, распечатайте, там в папочке есть два варианта. Один вот такой, да, обычный, как бы рабочий, а второй чуть более симпатичный. Вот он у меня есть уже много-много лет, я им пользуюсь. Я его просто сделал рамочку, так себе вывесил и постоянно им пользуюсь. Он очень помогает искать соответствие каждую секунду. То есть я всегда одним глазом смотрю вот на все это дело и постоянно нахожу какие-то новые соответствия. Вроде 25 лет интересуюсь картами, 10 лет работаю и постоянно нахожу что-то новое. Вот, поэтому наш интенсив-курс, он это скорее такой волшебный пендель в мир Таро, да, это моя попытка вас заинтересовать, заинтриговать и показать эти взаимосвязи, чтобы вам тоже стало интересно. Хорошо. Итак, двигаемся. Седьмой старший аркан – это сила, как я уже сказал. Лев. Что там за лев такой? И тут мы упираемся в тетраморф. Что такое тетраморф? Он же четырехобразный, четырехвидный.
Есть такое понятие в философии и в религии, это прям термин такой, добродетель. То есть это положительное нравственное свойство характера человека, либо, в принципе, свойство, определяемое волей и поступками человека. Это направление воли к исполнению нравственного закона, либо заповеди, либо философии, да. В общем, это антоним слова грех. Что такое грех, все знают, да? Грех это плохо себя вести. Добродетель это то понятие, за которое тебя похвалят и скажут, ну, молодец, хорошо, делаешь правильно. Платон, к примеру, современная магия, она в большинстве своем основана на идеях как Платона, так и неоплатонизма, да, потому как масоны очень любили все это дело. Платон различал 4 добродетели. Это мудрость, мужество, справедливость и умеренность. В религиозной и философской символике, в алхимической символике было несколько видов добродетелей. Основные 4 нас будут интересовать. Они считаются и называются еще христианскими, да, либо кардинальными. Да, добродетелями. В принципе, это можно сказать, что это 4 архетипа, которые формируют черты лица каждого человека, если верить как каббалистам, к примеру, да. То есть это те же самые 4 стихии. Это фиксированный знак, это фиксированный крест в зодиаке. Это 4 евангелиста, символика 4 евангелистов: Матвей, Марк, Лука и Иоанн. Матфей это ангел, Марк лев, Лука телец и Иоанн орел. Причем тут, казалось бы, этот самый зодиак, да? Дело в том, что вот ту же символику мы видим как на колесе фортуны, так и на карте мир. В принципе, и та, и другая карта намекают на всю систему Таро в целом, в общем, да, поэтому я считаю, что расположить карты Таро по кругу, как они и должны, в принципе, полагаться, как они и будут работать, это очень хорошая идея, и я бы советовал от нее не отказываться, более того, я бы советовал этим пользоваться. Итак, эти 4 символа, про добродетели я сказал. Мы, скажем так, будем довольно в быстром темпе по всему этому идти, так как времени у нас не так много, а рассказать хотелось бы массу всего. Ну, я думаю, что если вы хоть чуть-чуть сталкивались с религиозными символами, то вы видели эти символы. Плюс, если рассматривать, к примеру, фиксированный знак, да, вот мы видим. Вот серенькие такие секторы, я их специально выделил, это фиксированные знаки, фиксированный крест. Вот у нас здесь телец, здесь у нас лев, здесь у нас скорпион, и здесь у нас водолей. Причем тут орел, и причем тут ангел, да, или архангел. Дело в том, что если брать символику зодиака, то ангел это образ человека в высших духовных, ну, скажем так, уровнях, да. Он же водолей. Это работа с высшими философскими, религиозными идеями и понятиями. Это, в принципе, очень похоже на то, чем занимаются ангелы. Они неощутимы, они работают с понятиями, так скажем. Ну и плюс по традиционной символике водолей часто рисуется в виде человека с крыльями, либо такого сверхчеловека, так скажем. Да? С императором и с тельцом все понятно, телец он и есть телец. Лев тоже достаточно явно выражен. Ну и, соответственно, скорпион. Почему орел? Дело в том, что в разных странах к смерти относились по-разному. Скорпион имел непосредственное символическое отношение к смерти. К ней же относились, например, в Северной в Европе это были вороны, птицы, которые не боялись мертвых и ели их, да, поедали, клевали трупы.
те же самые грифы, либо орлы, да, в более южных странах тоже радовались смерти, были вестниками смерти, так скажем, да. Поэтому вот вся эта символика имеет непосредственное отношение к смерти и к скорпиону. Поэтому, ну и опять же, есть традиционное толкование, так скажем, по которому скорпион, он же орел, либо ворона, либо гриф. Теперь, почему скорпион это умеренность, почему лев это мужество, более или менее даже символически вам очевидно. Справедливость и телец. Дело в том, что телец и справедливость довольно созвучные ощущения, так как тельцы, во-первых, очень любят правила и защищают справедливость. Опять же, планета Хирон, которая имеет отношение к тельцам, непосредственно указывает на некую систему, которую нужно соблюдать, которую нужно слушаться, да. Ну и, соответственно, император, он следит за порядком, он эту справедливость, в принципе, создает. Вот. Ну и мудрость с Водолеем — это работа с информацией, это астрология, это знающие люди, это пророки, вот это все в эту степь. Хорошо. Собственно, сама сила, сама карта. Мужество — это одна из добродетелей, отражающая нравственную силу при преодолении страха. Мужество зачастую выступает как способность переносить страдания, включая и физическую боль. Если брать традиционную символику религиозную, где у нас есть подобный символ: женщина со львом, успокаивающая, либо проводящая некоторые манипуляции с львом, в первую очередь это, конечно, Инанна или Иштар. В принципе, одна и та же богиня в близлежащих местностях, так скажем. То есть это шумеры и аккадская богиня Иштар. Инанна Иштар — это очень сложный персонаж, в котором было очень много свойств, много качеств, плюс много времени прошло, все перемешалось, но есть некоторые атрибуты, принадлежащие именно ей и позволяющие судить, что это именно она. Ну, во-первых, она часто изображалась либо со львами, либо на льве. Считалось, что Иштар в древнем Шумере была сопоставлена с девами-воительницами, то есть у нее был нрав такой строгий, мощный, сильный. Помимо всего прочего, была покровительницей проституток Гетер. Культ богини был связан с практикой сакральной проституции, и сама Иштар порой называлась куртизанкой богов. Раньше к этому отношение было гораздо более спокойное. Это сейчас нам кажется, что это такое, что за куртизанки, что за сакральная проституция. Культ оплодотворения, культ соития, так скажем, у древних был почитаем весьма. Поэтому, в принципе, для них страшно в этом не было ничего. И, собственно, вот эта богиня и изображалась чаще всего либо на льве, либо рядом с львом. В общем, лев был ее частый спутник. Что имелось в виду? Имелось в виду, что она обладает некой страстью, а лев символически связан именно с определенными желаниями, с нежеланиями считаться с другими людьми, с желанием делать то, что тебе нравится. Лев, он как бы свободный, сильный и независимый животный, скажем так. Вот. Хорошо. Почему я упомянул именно об этом? Дело в том, что... Так, это мы не будем. Дело в том, что с Солнцем связать льва очень просто. В алхимии, к примеру, символ льва, поедающего либо поджирающего солнце, всегда значил борьбу тела с разумом. Солнце — это как сознание, разум, да, а лев — это то наше животное, те наши животные страсти, те наши животные желания, которые вечно борются с нашим разумом. Вот. И если мы вспомним предыдущую лекцию, на которой я рассказывал о том, что
разница в двух систем Уэйта и Кроули в большинстве своем строилась на том, что Кроули считал, что человек вообще должен стремиться к тому, чтобы свою волю продвигать вне зависимости от того, что там думают другие люди, боги и прочее. Поэтому он считал, что правильная карта сила, называл он эту карту lust, либо похоть. То, что ты хочешь, то и правильно. Один из основных законов его религии Телемы формулировалось именно так. Делай, что изволишь, таков и весь закон. Делай, что тебе вольно, то и правильно. Вот, поэтому Кроули в своей колоде это тоже очень ярко отобразил в книге к этой колоде Таро Тота, да, либо книга Тота. Тоже ясно дал понять, что он считает, что истинное предназначение человека — это понять свои собственные желания, потаенные, скрытые, зажатые. Он назвал это сексуальной энергией. И снять любые ограничения, запреты, религиозные, высвободить эту энергию так, как тебе хочется. Поэтому у него на карте сила нарисована вавилонская блудница на звере с 7 головами. Ну, опять же, цифра 7 — это множество желаний, которым должен следовать человек, если он хочет быть великим. А у Уэйта наоборот. Уэйт считал, как истинный христианин, он считал, что задача, стремление правильного христианина, правильного человека, который пытается жить в мире с окружением, со всеми людьми, он должен все свои желания успокаивать и выпускать наружу только тогда, когда это можно, когда это ему позволительно, так, чтобы не мешать другим людям жить. Поэтому на карте Уэйта добродетель состоит в том, чтобы успокоить своего внутреннего зверя. Это не значит, что его нужно сажать в клетку и держать на привязи. Это значит, что нужно вовремя понять, где свои желания тебе выражать не очень, правильно, не вовремя, да. Вот. Нужно соразмерять свои желания. Вот по поводу того, что нужно соразмерять свои желания, и по поводу умеренности, мы с вами поговорим сегодня чуть-чуть позже. Это будет интересно. Собственно, вот по этой силе, по этой карте. Карта сила, она в принципе что значит? Она значит, что человек имеет некоторое желание, и он должен задуматься для себя, понять вообще, зачем ему нужно выражать это желание. Нужно ли людям вокруг видеть это желание? Правильно ли это будет для людей? Неправильно. Правильно ли это будет для себя? Почему Солнце? Почему сила? Дело в том, что символика Солнца — это символика желания сознания человека. Если Солнце всходит на небосводе, все другие планеты гаснут, их просто не видно, звезд не видно. Солнце заслоняет собой все. Считалось, что, да и считается сейчас, что Солнце — это аналог, символика творчества. Что такое творчество? У тебя есть некоторое желание выразить себя как-то так, как ты считаешь правильно, и показать это людям, осветить свое желание для всех. Это художники, это музыканты, все люди, которые что-то желают сотворить лично своими руками, чтобы люди видели их авторство, люди видели то, что это ты сам создал. Что делает Солнце? Солнце светится. Оно не отражает чужой свет, оно не берет чужие идеи и не перерабатывает их как-то. Солнце творит само. Вообще, Солнце считалось и считается создателем всей нашей Солнечной системы. То есть, что было раньше, некая звезда взорвалась, из остатков этой звезды сформировались планеты и сформировалось горящее ядро нашего Солнца. Ну и сейчас мы имеем, что вот то Солнце, остатки той взорвавшейся сверхновой, да, вот сейчас они нас согревают, и в принципе мы и являемся, мы как жители планеты Земля, земляне, мы являемся потомками того взрыва, той звезды, которая сейчас вот рядом с нами все еще горит. Вот, поэтому
тема творчества — это очень солнечная тема. Это понимание того, что ты можешь сам лично из себя что-то создать, сообразно своим желаниям, так как ты это хочешь сделать. Не подглядеть идею у кого-то, а сделать так, как ты это видишь. Художник так видит. Это его авторское право. Вот. Собственно, теперь пятый дом. Почему пятый дом? Человек понял, что ему нужно создавать свою семью. По пятому дому, по колеснице он ее создал. Допустим, у него есть работа, он что-то делает, он кормит семью, все вроде хорошо, наладилось, дом, работа, работа, дом. Луна, она ходит вот по такому, скажем так, по явно выраженному кругу, там явно выраженные циклы. Лунные циклы самые ощутимые, самые видные, самые заметные, самые очевидные, так скажем. Поэтому цикличность, связанная с колесницей, с раком, с пятым домом, это такое домашнее. Работа, дом, дом, работа, да. Это скорее женское ощущение. Раньше, в средние века, женщина, она больше дома сидела, следила там за хозяйством и прочее, а мужчина, он там где-то зарабатывал. Вот мужчина, он должен идти в ночь холодную без шапки, где-то заработать, чтобы опять вернуться домой. Причем пока солнце, пока день, он работает, он делает то, что хочет. А когда вечер, ночь, он должен вернуться домой в очаг, в безопасное место. Поэтому эти два дома, они достаточно мощные. Планеты, которые есть в этих домах, достаточно сильные для того, чтобы играть обе роли, и причины, и желания. Поэтому Луна и Солнце тут по одной карте. Этого вполне хватает, чтобы выразить идею этого дома и чтобы выразить идею этой карты. Вот. Может быть, несколько путано, но тем не менее. Хорошо. То есть кровля за проявление своих страстей, а Уэйд за усмирение. Антонина. Спасибо, Антонина. Да, 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 что-то в этом роде. Опять же, если очень общо, если вот в двух словах, то примерно так оно и есть. Но тут не то чтобы усмирение, тут идет речь именно об умеренности. Потому что умеренность — это тоже одна из христианских, да, и вообще, в принципе, кардинальных добродетелей. И дело в том, что правильный человек, правильный христианин, правильный, ну, скажем так, ячейка общества, да, член общества, он должен создавать себя с 4 сторон. Со сторон 4 этих добродетелей. Поэтому выражать свою волю, иметь смелость по льву, да, смелость, чтобы выражать свое собственное желание, чтобы противопоставлять себя другим людям, желаниям других людей, да, на это смелость нужна. Мужество, так скажем. Мужество, опять же, это умение пойти и сделать. Мужская функция в средневековом мире была именно в том, чтобы мужчина шел и делал. Пока жена хранила дом, была хранительницей очага и приумножала богатство в доме, мужчина шел куда-то активно, что-то там делал и нес домой. Все в дом, все в холодильник, так скажем. Умеренность в страстях. Само собой, вообще об умеренности мы поговорим позже. Это умение не слишком много и не слишком мало. Найти золотую середину, скажем так. Вот, напомню, что пятый дом по традиционным характеристикам — это деятельность в центре внимания других. Да? То есть характеристики пятого дома — это публичное выступление, самодемонстрация, представление себя, своих желаний уже для людей. Работа во внешнем мире. Если первый дом — это мои желания, что я хочу, как Овен, хочу и все, и неважно, что вы там хотите, то Лев, он уже понимает, что нужно самовыражаться так, чтобы люди это заметили, оценили, поаплодировали, дали денежку. Грубо говоря, так. Вот. И причем делать ты это должен так, как тебе хочется, а не так, как им. То есть с учетом того, что люди думают о тебе, но все-таки так, как ты имеешь свое мужество сказать: я знаю, что вы ждете, я знаю, что вы ждете от меня конкретных значений каждого конкретного аркана, но я в своих лекциях имею мужество сказать: мой взгляд на всю эту систему вот такой. Если вам интересно, окей, смотрите, аплодируйте. Нет? Ну, дело ваше. Вот. Вот такая карта, вот такая сила. Самое главное, не
как это, не перемчать, да, не передавить, что нет, вы там вообще мало что знаете, да, все эти дурацкие системы, все это ерунда, вот моя система самая правильная, самая умная, слушайте только меня. Это будет уже перебор, слишком много, это будет по Кроули. Вот, вы все дураки, один я Д'Артаньян в белом пальто. Вот. По Уэйту это скорее, да, ты тоже имеешь право на свою точку зрения, но моя точка зрения вот такая. Я имею мужество отставить свою точку зрения, не отказывая тебе в твоей точке зрения. Вот примерно такая карта сила. Опять же, это ощущение от карты. Значений она имеет много. О конкретных значениях каждой карты я с учениками разговариваю обычно один на один в индивидуальном обучении от того, что ну, у каждого человека свое ощущение, свое понятие, и это нужно уловить и дать человеку именно то, что для него будет работать. Сила настолько разносторонняя, что это и о страсти, и о внутренней силе. Внутренняя сила — это скорее такое что-то более глубинное, это скорее высшая жрица. А высшая жрица — это умение найти в себе глубоко внутри подсознательное ощущение, что есть правильно, что неправильно. Ну, вот это черное и белое. Иас и как это, Joachim и Иас, да, эти вот два столба медных, черный и белый, да, правильный и неправильный. Крошка сын пришел к отцу и спросил, Крох, что такое хорошо, что такое плохо. Вот внутреннее ощущение того, что ты сам знаешь по своей совести, что хорошо, что плохо, вот это внутренняя сила. Она такая скрытая, невидная. Она как радиоактивность. Вот эта внутренняя сила глубоко-глубоко. А огонь — это явная сила. Видная. Вот лев, он виден. Он сверкает так, что все остальные меркнут. Это актерство, преподавание, спорт. Ну, то, что тебе нравится, хобби, увлечение противоположным полом от того, что ты то чувствуешь, что ты весь такой вау-вау, да, и на тебя обращают внимание. Дети, любовь, любимые, любовники, увлечения и игры, в том числе азартные. А почему дети? Дело в том, что львы, они по ощущениям очень такие прайдовые животные. Да-да-да, внешнее проявление именно. Львы, они очень прайдовые животные, они живут семьями, и вот считалось, что лев такой, он как бы заботиться о своей семье. Поэтому вот эта зеленая зона, да, в которой мы вот только-только вступили, это скорее то, что человек делает для семьи и для малого круга своих знакомых, для того круга, в котором он и семья вращаются, да. Если первая зона, зона развития, это зона того, что человек должен был для себя в этом мире понять, чему для себя он должен был научиться первые 7 лет, вторые 7 лет, в школе, в университете, и чему научиться на работе, как создать свой дом, очаг и обеспечить это все дело. Тут он понимает, что хорошо, надо меняться. Надо что-то делать уже то, что мне хочется делать, а не то, что вот сказал умный и иерофант, учитель, авторитет, и оно вроде хорошо работает. Мне дали инструмент по наследству, вот эту колесницу с камнями с этими, с двумя умим и тумим, да. Это инструмент, это то, как тебе сказали, вот это будет работать, делай так, как все, и у тебя тоже будет работать. У тебя тоже будут деньги, дома и прочее, прочее. И вот человек сделает, ну, вроде да, нормально работает. Система безопасна, отлажена, работает по Луне циклично. А вот теперь мне уже хочется с пониманием того, что впереди у тебя, в принципе, долгая жизнь, и ты, в принципе, в безопасном месте, вот теперь уже можно повыеживаться и сказать, а я хочу вот так. Я не хочу вот как все, я хочу по-своему. И вот по-своему это солнце, это лев, это желание выразить свои силы, но так, как тебе хочется. Если у тебя это получается, и если, в принципе, твой лев нормально, хорошо рычит, и это приносит тебе и удовольствие, и доход, становится опять скучно, и ты понимаешь, что надо меняться. Вообще, интерес всех этих карт в том, что они постепенно переходят одна в другую. Вы в Иерофанте, как в учителе, в авторитете, мы чувствуем авторитет императора, отца. В любовниках, как в способе познать свой собственный способ действия из множества других, мы видим то, что нам передал Иерофант, наш способ действия, да, который нам подходит по мнению других. В колеснице мы уже видим, чувствуем вот это движение, Бог сказал, идите, да,
трудитесь любите и размножайтесь и прочее, прочее, и ты вот едешь в этой колеснице и понимаешь, что тебе это дали, теперь ты хочешь уже сам теперь, да, и дальше человек после того, как он познал своего внутреннего льва, насладился выражением своей внутренней силы, теперь ему становится скучно. Переход из одной карты в другую происходит из-за того, что человек все понимает, ну, плавали, знаем, да, надо двигаться дальше, хочется развития. Человеку всегда хочется развития, потому что человек всегда хочет движения вперед. Это как огонь. Огонь ползет по спичке, это желание человека. Огонь, он и символизирует желание тем, что желание всегда куда-то стремится. Если все стало стабильно, если все слишком стабильно, это тоже скучно, плохо. Поэтому мы переходим с вами к следующему понятию, которое прямо проистекает из того ощущения, что ты познал, как справиться со своими внутренними желаниями. Ты начинаешь понимать, что справиться со своими внутренними желаниями ты можешь только познав себя. Поняв себя, свои собственные желания, ты переходишь в карту отшельник. Что такое отшельник? И почему вообще отшельник? Что за он такой? Многие считают, что это отсылки к Одину, который пришпилил себя... Не, Один будет чуть-чуть позже. Но Один, опять же, есть и здесь. Один вообще такой бог, с которым стоит считаться, так как он огромное влияние оказал на всю европейскую культуру. И мы с вами видим, что на примере отшельники из колоды Сфорца именно Один в синих одеяниях, в шапке с посохом и с ощущением времени в руках, да, вот с этими, с клипсидрой, либо с песочными часами, да. Вот. Один — это архетип мудрого человека. Здесь он предстает как мудрый человек. Что такое мудрый человек по отшельнику? Это человек, который познал свою внутреннюю мудрость. Не то, что ему там сказали, да, и иерофанты. Если мы вспомним иерофанта из пятого аркана, да, он привязан у нас по этой нашей системе к Гермесу, к Меркурию, да, к работе со знаниями. Но если иерофант — это знания уже приобретенные от кого-то, традиционные знания, да, то отшельник некоторые сведения о себе, в частности, может почерпнуть только внутри. Вот, поэтому образ отшельника — это такой достаточно яркий, часто используемый образ. К примеру, да, если вы смотрели в «Властелина колец», «Хоббита», да, образ Гэндальфа — это именно тот самый мудрец, который всю жизнь где-то там ходит, дома у него нет, он сам себе, он постоянно занят чем-то умным. Он, как правило, со светящимся посохом, либо с фонарем. Это символ служения другим людям. И мы помним, что мудрецы, они, в принципе, знания это не для себя берегли, а для того, чтобы помогать другим людям. Вот. Это вот такой символ, как бы, очень часто используемый и в мифах, и в современной масс-культуре. Вот. Откуда вообще произошел из античности, что там с этим было связано? Очень, очень просто. Персонаж, которого чаще всего рисуют с посохом, бедно одетого, без имущества, но с фонарем, и который днем с огнем бегал по Афинам, искал людей, это Диоген. Жил он в бочке. Жил он в бочке не просто так, а потому что был умным дядькой-философом, который вообще понял, что истинное счастье состоит в том, чтобы отказаться от всего лишнего. Елена, здравствуйте, здравствуйте вам тоже. Диоген провозглашал идеалы аскетизма. То есть он считал, что если тебе что-то мешает жить, если тебе что-то заслоняет счастье, самый простой способ приблизиться к счастью — это убрать то, что стоит между тобой и счастьем. Если ты что-то хочешь, просто убери объект своего желания, и все будет хорошо. Желание — это лев. Самоограничение по льву — это стремление к познанию себя. Для того, чтобы познать себя, нужно убрать всех других людей, сесть одному и задуматься вообще, что я сам лично, без мнения, без желаний других людей думаю о себе.
Поэтому он и жил за городом, в бочке, так как больше ему не надо. А чего за городом? Чтобы люди не мешали ему думать, погружаться в самосозерцание по Будде, опять же, да? Вот. Поэтому смысл его аскетизма, он заключался в том, что истинное счастье, а, которого человек может достичь, как он считал, а по льву достичь счастья нереально от того, что ты понимаешь, что огонь, он постоянно горит. Ты постоянно хочешь чего-то больше, больше, больше. Когда тебе это надоедает, ты начинаешь искать счастье внутри себя. Не в своих желаниях, а внутри себя, внутри самоощущения, скажем так. Для этого нужно убрать все лишнее, чтобы не мешало думать. До чего он дошел, этот Диоген? Он дошел до того, что у него не было имущества никакого, он бегал голый часто, да, по снегу даже, хотя какой там снег в то время в Афинах. И однажды, увидев мальчика нищего, который пил воду из ручья просто вот ладошкой, да, он понял, что мальчик круче, чем он, так как у Диогена была еще миска для еды. Он эту миску выкинул, сказал, мальчик круче, чем я, поэтому как бы вот, ну вот, собственно, вот тут он эту миску выкинул, разбил. Это символ того, что то, что тебе мешает, то, что тебе не так уж нужно, можно выкинуть, убрать, чтобы яснее увидеть огонь истины. Вот такая вот символика. Зачем вообще все эти самые, так это рановато, зачем все отшельники идут в пустыни, в пустоши, в монастыри, так скажем? Они не зачем-то идут, они от чего идут? Они убегают, они уходят от мира, от этой суеты, от этих желаний разных людей и от своих собственных желаний тоже. Вот. Поэтому основная идея по отшельнику это убрать все лишнее. А что у нас отвечает за частность, да, то есть вот есть множество, это, к примеру, Венера. Много-много-много, это Венера. Больше-больше, дайте еще, да. Полнота и накопление, увеличение количества людей деторождения, это Венера, Афродита. Ну и в частности Диметра, да, отвечающая за плодородие, за множество зерна. А вот заодно единственное зерно, прорастающее изнутри, да, спрятанное внутрь, вглубь, в Аид, в самой глубины глубин, это Прозерпина и ее дочка. Там символика уже проросшего зерна. Не просто плодородия, а именно проросшего зерна. И вот что такое одно зернышко из множества? Умение убрать все лишнее и выделить самое главное, вот то самое правильное зернышко, это Прозерпина. В сказках есть еще один интересный очень образ, это Золушка, да? Помните одно из заданий, где ей нужно было э, рассредоточить по разным мешкам, по разным емкостям, то ли бобы и чечевицу, то ли горох и чечевицу. Ну, в общем, это сюда, это сюда. Вот умение в большой массе понять, где у тебя там правильное зерно и куда его нужно положить, вот это Прозерпина. Это умение убрать лишнее и осознать одну истину. Вот, так что даже символ у Прозерпина, он такой, видите, две скобки, между которыми и находится вот искомое, да, то есть вот то, что нужно убрать за скобки все лишнее, чтобы увидеть то, что тебе нужно, раздвинуть. Вот такие дела пироги, собственно. Почему Прозерпина? Чего я так много про Прозерпину говорю и вообще вот про эти знаки? Ну, во-первых, Прозерпина была знаменита тем, что ее украл Плутон, да, или Аид, и, собственно, к себе в царство Аида и уволок. Зачем он ее туда уволок? Это аналогия, аллегория на то, что нужно вовремя посадить зерно, спрятать в землю вглубь, чтобы оно потом в последующем проросло. И Прозерпина, она то прорастала, то опять в землю, то прорастала, то в землю. По мифам, Аид ее выпускал из преисподней увидеться с матерью, с Диметрой, раз в год. И она должна была вернуться. Вспоминаем сказку о кроте, да,
которого дюймовочка просила очень выпустить, увидеться с матушкой, да, либо что-то такое в этом роде. Это вот, собственно, те же самые все масоны эти сказки и писали. Ну, как бы в шутку, но тем не менее все знали, что это за символика такая в то время. Вот, поэтому, поскольку плодородие не мыслилось для людей античности вне идеи о неизбежности смерти растительного мира, да, вот этих зерен, то гранат связывался с преисподней и с растительными силами природы. То есть то, что в гранате много зерен, это вот тоже один из символов преисподней, смерти, дающей энергию. Вот, а вообще в античности смерть считалась таким, как бы, достаточно мощной движущей силой, так скажем. Взрывной такой внутренней энергии. И мы с вами вспоминаем опять символику высшей жрицы с гранатами на занавесочке, которые и символизируют вот уход в глубину за правильным ответом, к самым истокам. В принципе, этим-то отшельник и занимается. Он уходит в самую-самую глубину себя за правильным ответом, чтобы дать его людям. Фонарь — это символ знаний для других людей. Символика маяка, к примеру, это не символика башни. Символика башни — это чуть-чуть другое, об этом позже. А вот маяк, он что делал? Он служил людям. Причем, как правило, это было где-то отдаленно, где-то на пустынном берегу, либо на острове, да, там был смотритель острова, смотритель маяка, это вот еще один архетип как бы отшельника, да, человек, который живет отдельно для того, чтобы служить людям. Но ему хорошо и в одиночку. Он людям служит так вот, себе там что-то думает, в нужное время светит. Просили — ответит. Старцы, вот те самые, да, в православной религии, вот они тоже вот такие вот отшельники. К ним ходят за ответами. Вот это правильные старцы. Те, которые приезжают в город, чтобы там с вышестоящими что-то там учить из жизни, это уже не отшельники, это такое профанация. Правильный отшельник, он всегда беден, и он всегда живет где-то там. И к нему надо еще добраться до самых глубин. Вот такие дела, пироги. Почему Прозерпина? Потому что по характеристике своей Прозерпина относится именно к этой карте. Отшельник. И если мы сравним Прозерпину в третьем доме, там основная идея того, что у тебя есть много знаний по Гермесу, по Меркурию, в котором ты должен найти нужное тебе знание. Вот это символика третьего дома. Общение с равными тебе, с друзьями, с одноклассниками, с однокурсниками, чтобы найти нужного тебе человека, с которым ты потом жизнь будешь строить, да, то есть много информации, с которой ты выделяешь нужную тебе. Эту информацию тебе дают другие люди, похожие на тебя. А вот в этом доме ты, Прозерпина главное, ты уже пытаешься отделить все, что ты знал до этого, зерна отплевел, найти нужное. Зачем? С какой целью? С целью найти нужное, правильное знание, с целью познать колесо фортуны. Таким образом, мы уже идем в следующую, да, ступень. Колесо фортуны. Что за карта такая? Так. В принципе, вот это и вот это, по моему мнению, это одно и то же. Да? То есть тут нарисована система, тут нарисовано мироустройство, как оно все работает. Отшельник в этих всех своих знаниях, желаниях, он понимает, что нужно найти истину внутри себя, внутри своего взгляда на мир, разобраться вообще, как оно все работает. Поэтому уйдите все, дайте папе побыть одному, папа должен подумать. Чтобы разобраться, что там вообще работает, как оно устроено, что будет завтра по колесу фортуны, да, где будет следующий оборот, и как быть готовым к тому, что будет завтра. Вот, умение правильно остановиться, побыть в одиночестве и задуматься о мироустройстве,
Вот это колесо фортуны. Что за фортуна вообще? Что за богиня? Если берем античность, это, конечно, богиня Тюхе. Или Тихе, Тихея. Случайность то, что выпало по жребию. Да? Вообще, если брать античность и в древнегреческой мифологии, в частности, это божество случая, богиня удачи и судьбы. И вот теперь смотрите, как так-то? Да? Богиня и удачи, и случая, и судьбы. Как вообще можно сравнивать случай и судьбу? Потому что все мы знаем, что одни верят в случай, другие верят в судьбу. А древние греки, они понимали, что как бы и одно, и другое, это в принципе одно и то же. И богиня у них за это дело отвечала одна. И случаев, случайностей, удачи для них было две. Они были как бы разные, но на разных уровнях. Об этом чуть-чуть позже. Так вот, интерес этой богини в том, что она символизирует изменчивость мира, то есть движение этого мира. Мудрец, отшельник, он понимал, что это все не просто так. Это же неспроста. Как-то оно там все работает. Роман, какая карта, по вашему мнению, самая противоречивая или в которой больше всего каких-либо нюансов? Ой, они все разные. Они все разные. Это я даже на вскидку так и не скажу. Может быть, чуть-чуть позже. Хорошо. Собственно, как эта вся система работает? Что мы видим? Что за колесо? Ну, во-первых, само колесо – это механизм. Оно крутится, оно работает. Это прялка. Опять же, да, вот мы помним у наших бабушек, да, в селах там вот эти прялки. Я не помню, у вас было, да? У нас было. Я помню. Это механизм любого рода, это шестерня. Это как-то оно работает. Там есть винтики, там оно вот как-то связано. Опять же, судьба. В случае, помните, нить, они прили, да, вот это вот на этом самом колесе, да, и символизировало оно, опять же, если мы помним античность, это в первую очередь аграрное земледелие. С циклом годовым связано очень много. Это понимание того, что сегодня ты на вершине, да, сегодня ты царь, король, император, а завтра тебе плохо, ты внизу и тебе не везет. Но кому везет, а кому не везет. Дело в том, что несмотря на расхожую поговорку, что везет дуракам, об этом я позже, да, когда будем шута рассматривать, я скажу, от чего везет дуракам. Дело в том, что по воле случая не делается ничего. Оно все с вами случается, потому что что-то произошло, пока вы не видели, пока вы не в курсе были. Просто вы не поняли, почему с вами случилось то, что с вами случилось. Кажется, что ну просто повезло, да? На эту тему есть очень хороший анекдот, я очень люблю, да? Штирлиц пошел за грибами, ходил, час ходил, 2 ходил, 3 ходил, нет грибов. И сезон, подумал Штирлиц и сел в сугроб. Да? Вот, собственно, весь анекдот. А смысл в том, что умный человек, он разбирается в мироустройстве, он разбирается в механизме, по которому происходят все дела, и умный человек будет находиться в нужное время, в нужном месте. Мудрец, он познает механизм действия мира, чтобы оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот. Поэтому, ну, идти зимой за грибами в лес может только дурак. Вот. Либо тот, кто не понимает мироустройства, то, как оно работает. Собственно, дурак он и не понимает. Вот. А те, кто понимает, как эти шестеренки вращаются, причинно-следственные связи. Поэтому случай, оно же и причинно-следственная связь. Не бывает полных случайностей. Древние греки как бы считали, что Тюхе соответствовала фортуне, да? А вот по фортуне, ну, изображалась она обычно в виде одетой женщины, опирающейся одной рукой на колесо фортуна, а другой держащей рог из изобилия. То есть, если ты правильно понял, как оно работало, на тебя сыпалось из рога все, что ты хотел. Если ты в нужное время, если ты знаешь,
календарь, если ты знаешь систему, если ты разобрался в том, как работают эти шестеренки, планеты, как работают эти карты, ты будешь умным, и на тебя будут сыпаться все как из рога. Вот. Вот такие дела. Поэтому они считали, что есть вообще а, два вида, две концепции случая. Вторая концепция случая называлась автоматон. Это слово взято для того, чтобы в средние века и впоследствии называть такие игрушки роботизированные, да, как бы, которые работали под влиянием этих вот всех маленьких шестеренок. Так вот, в древнегреческой философии было две концепции случая. Причины обеих эффекты, которые возникают случайно, однако они разделены за случайности, которые происходят в разуме, либо в высших сферах, а отвечала тихо. А автоматон, он оперировал в реальном мире. То есть это как бы идея случайности, которая на самом деле не случайна, а подвержена неким причинам, да, в реальном мире работала вот таким вот образом. Вот. То есть ничто не происходит наугад, но все происходит по причине и при необходимости. Это Демокрит, он утверждал, что случай, автоматон, вызвал первоначальное творение небесных сфер и всех миров. То есть, как бы оно вроде случайное столкновение всего этого, но оно как бы задумано было. То есть, все это заранее спланировано и работает в едином механизме, скажем так, в цельности. Всему есть причина. Вот такие дела. И для Аристотеля, что тихое, что автоматон это каждодневные явления были. Однако для Аристотеля случайные события не были беспричинными, они были просто эффектом господи, заговариваюсь, двух причинных последовательностей. Вот. Есть известная идея Аристотеля о том, что камень падающий, который случается, поражает человека, это вроде случайное событие, однако и падение камня произошло по некоторым причинам, и прохождение в этот момент человека тоже произошло по некоторым причинам. Поэтому как бы случайности не случайны. Вот об этом колесо фортуны. И если ты понимаешь механизм действия этих случайностей, значит твой отшельник даром не прошел. Поэтому вот это колесо фортуны, это скорее шестеренка, это то, как работает наш реальный мир. Если ты дурак, не хочешь, не имеешь достаточно времени, чтобы побыть в одиночестве и подумать над тем, почему с тобой что-то происходит, ты и не поймешь колесо фортуны, ты и не будешь достаточно удачлив. Что такое удача? Опять же, нужное время, нужное место. Умный человек сам себе удача. Он в нужное время придет в нужное место от того, что он знает, что там будет хорошо, правильно. Вот. Опять же, символ колеса фортуны – это символ познания работы высших сфер. Да, вот опять же, известная псевдосредневековая гравюра, которая и показывает вот это колесо, небесное колесо, да, это вот эти высшие небесные сферы, это движение планет, это все мироустройство, как оно работает. И взглянуть как бы за пределы, да, это было на самом деле познать причинно-следственную связь в себе, скажем так. Поэтому вообще, если взять все колесо зодиака, фортуны в том числе, опять же, если брать по системе, то это Дева, это погружение в работу, это вот та самая Золушка, да, это вот умение уйти в скрупулезную такую, в монотонную работу, в которой тебе никто не должен мешать, это подсчет цифр, это бухгалтерия, это вот что-то такое, что очень любят девы что-то делать, им бы лишь бы работу, да, и вот там бы работать и работать. Вот, поэтому, и кстати, по Разерпину, да, если уже брать вообще весь символ Девы, очень часто видели именно в созвездии Девы. Вот. Ам, Так, какие негативные стороны колеса фортуны?
случайность, которая для тебя неудобна. А если как колесо фортуны это попасть в сезон, да, то есть если у тебя есть на складе много закупленных вьетнамок, ну вот эти сланцы резиновые, да, для пляжа, и наступает лето, то это сезон. Фортуна тебе благоволит, ты можешь продать все быстро-дорого. Но если ты решил их продавать зимой, вне сезон, то у тебя будет перевернутое колесо фортуны, да, то есть ты дурак, ты не знаешь основных событий, как оно в мире работает, кто вьетнамки продает в январе месяце, не сезон. Вот, собственно, перевернутое колесо фортуны — это Штирлиц, который зимой идет за грибами вне сезон. Потому что он дурак, он не видит причинно-следственных связей. Вот. А негатив колеса фортуны — это зависание на одном месте без изменений. Негатив колеса фортуны в первую очередь в непонимании того, что колесо фортуны, оно движется. Если ты решил, что если летом продавать вьетнамки это хорошо, да, ты должен понимать, что все меняется. Через 3-4 месяца эти вьетнамки никому не будут нужны. И если ты завис, отстал от этого колеса, то ты дурак. Опять же, ты будешь в самом низу. Вот. Колесо фортуны нельзя контролировать, поэтому оно совершенно непредсказуемо во всех делах. Оно предсказуемо, если ты понимаешь механизмы, по которым оно работает. Контролировать его нельзя. Потому что в мире все происходит без нашего участия. Отшельник, он просто маленький винтик в этом колесе. Он один из винтиков. И отшельник, он должен понять свое предназначение для всего этого механизма. Если ты по льву любишь что-то делать, ты по отшельнику впоследствии должен понять, надо ли это вообще людям, и где ты можешь это применить в реальной жизни, где ты можешь в механизм человечества впихнуться со своим желанием что-то делать. Нужен ли ты там будешь? Не будешь ли ты лишним винтиком в этой системе? Поэтому контролировать всю эту систему ты не можешь. От того, что она вращается уже сама. Будешь ты там, не будешь, от нее не убудет. Но если ты влезешь в ненужное место, тебя раздавит. Вот. М, а, Оно предсказуемо, если ты понимаешь, как оно крутится, если ты видишь систему. Поэтому система Таро по колесу зодиака, она хороша тем, что она система. Поэтому, в принципе, Уэйт и нарисовал вот это колесо фортуны со словом Таро, от того, что он понимал, что Таро — это тоже система, и оно работает определенным образом. Такие дела пироги. Его нельзя контролировать, но предсказать его можно, если ты понимаешь, какой следующий шаг будет делать это колесо, в какую сторону оно вертится. Вот такие дела пироги, собственно. Вот, поэтому шестой дом — это как бы тот же самый Гермес, тот же самый Меркурий с Прозерпиной, да, то есть знания, выделены определенным образом, тут совершенно наоборот. Определенный образ, способ своего личного действия, который ты можешь а, использовать благодаря тому, что ты познал мудрость. Если по третьему дому просто масса сведений, из которых ты выбираешь тебе нужное, то по шестому дому ты эти сведения накапливаешь сам и используешь уже осознанно. Ты осознанно используешь эти знания, ты творишь как бы уже сам. Ты сам становишься мудрым человеком. Все это происходит в самом низу. От того, что если человек родился, он проходит 4 дома в познании себя, что он за такой вообще, чего он хочет, чему он может научиться, что он может сделать для познания безопасности в этом мире. Дальше стабильный сектор, где человек понимает, что жить ему долго, еды вроде хватает, да, нужно что-то делать, то, что тебе хочется, так как правильно будет для тебя лично, и как все это дело впихнуть в те знания, которые людям нужны, как вообще быть полезным.
От того, что ты начинаешь понимать, что если ты познал вот этот весь механизм взаимодействия людей, ты понимаешь, что без людей не бывает ничего. Что ты, конечно, лев, ты очень громко рычишь, но если это никому не надо, то грош тебе цена. И вот в отшельнике, в шестом доме, человек познает необходимость жизни с другими людьми, взаимодействия с другими людьми, что кому-то вообще это нужно. Поэтому шестой дом– это служение и труд, работа в подчинении. Девы, они отличные заместители. Если им сказать, что от них хочет начальник, девы сами хорошо знают, что там нужно делать. Поэтому отшельник это еще и узкий специалист, который хорошо знает о том, что он изучил глубоко узко одну сферу. Он хорошо знает, что нужно сделать в каждый конкретный момент, о том, что он изучил систему, он хороший работник, он хороший специалист. А вот ему некогда быть начальником. От того, что начальник должен видеть все, видеть весь рынок, следить и за теми, и за этими, и за клиентами, и за подчиненными. Начальник должен быть везде. А вот правильный исполнитель, он должен заниматься сугубо своим делом. Он должен быть винтиком в системе. Он должен делать то, что он лучше всего умеет по льву. Да? Для этого нужно понять свое место, что ты лучше всего умеешь, и куда ты можешь это умение впихнуть, в какой элемент системы. Поэтому дева– это служение, работа, сфера обслуживания, услуги, здоровье, медучреждения. Плюс, если ты понял систему своего тела, это и физическое здоровье, так как все-таки шестой дом и дева– это земля. Это физическое здоровье в первую очередь. Вот такие дела пироги. В общем, это частности. По Прозерпине это вот детальки, детали, конкретика. Вот. И вот он опустился в самый низ к познанию себя. Дальше он понимает, что вообще истинный смысл существования человека– это взаимодействие с другими людьми. Поэтому следующий этап– это переломление себя на работу людям, с людьми, на служение людям. И вот теперь мы с вами вступаем в очень интересный момент. Мы с вами вступаем в седьмой дом. Так. Который теперь уже можно сравнить с первым домом. Вот мы видим седьмой дом, да, там у нас justice, справедливость, либо правосудие, и повешенный. Оно стоит напротив первого дома. Те дома, которые мы вот 6 штук рассматривали, мы рассматривали как бы отдельно, либо там в перевязке по планетам, да? Но мы их рассматривали как бы отдельно. Идея была такая половинчатая, а вот сейчас мы познаем полную идею взаимодействия двух противоположностей. Плюс и минус, хорошо и плохо, две стороны одной монеты. Первый дом и седьмой дом– это по сути одно и то же, только как бы наизнанку, как бы с разных сторон. Сейчас объясню, что такое. Justice, юстиция, справедливость, правосудие. Если смотреть эту самую богиню, само собой это юстиция, да? Так, файлики, да. Вообще, если брать по символике, корона в виде зубчатой башни это ближе к Кибеле. А Кибела– это мать богов, защитница обездоленных и обиженных. Одна из, скажем так, одно из воплощений, одна из функций. Вообще у этих древних богинь, чем старше богиня, тем больше функций. Поэтому как бы сейчас нам сложно понять, какая богиня за что вообще, так как все богини, мы смотрим так, они отвечали за все вообще. Вот. Но тут есть отдельные аспекты, по которым видно, как работает карта. То есть, если мы берем Кибелу, да, в самом деле Кибела изображалась именно с зубчатой башней на голове. Вот, то есть это символ оседлости и заботы о обществе, скажем так. Но отмщение за неправильный поступок, то есть если ты в колесе фортуны
поступил неверно, неправильно, тебе прилетит от этого самого колеса, от мироустройства, от богов тебе будет беда. Потому как ты себя неправильно вел, не понял, как оно все работает, вот, и тебе полагается возмездие. Богиня возмездия немедленного. Возмездие это Немезида. И рисовалась она очень часто с согнутой рукой в локте. А, Так забавно читать в интернетах, как несведущие люди рассуждают о том, что это вот символ того, что она на себя указывает, что там еще пятое и десятое. Немезида была богиней возмездия от того, что ее часто призывали свидетели в заключениях сделок. То есть при продаже зерна, собственно, от чего весы, да, чтобы взвесить, правильно либо неправильно. Продавали в основном зерно, да, то есть, ну что там еще было в то время продавать? Что-то взвешивали, что-то мерили, ткань и прочее. Локоть – это мера длины, это символика локтя. То есть она тут стоит, она демонстрирует локоть как меру правильности, колесо как, собственно, систему всего этого взаимооборота, да, плюс колесо как символ быстроты, то есть возмездие в случае чего прилетит быстро. Тут же мы видим и другое ее изображение, опять же, с весами, с символом этого самого локтя мерного, да, линеечка. И тут мы видим лев с колесом. То есть, в принципе, это символика возмездия за неправильные действия, за обман своего клиента, своего партнера. Обещал там килограмм зерна, а вместо этого не досыпал. Прилетит очень быстро. Богини за этим следят, боги. Впоследствии как бы неотвратимость наказания перекочевала в меч. То есть меч будет тут же, сразу же. Мой меч, твоя голова с плеч. Все это просто. Вот так. Времени маловато, поэтому как бы я буду несколько упрощенно все это дело рассказывать. Но я думаю, что в принципе вы улавливаете символику, да? Следующий слайдик, собственно, юстиция. Она же Фемида у древних греков, да, юстиция у римлян. А в греческой мифологии это богиня правосудия, Фемида, да, а у римлян юстиция. Иносказательно юстиция или Фемида это правосудие, закон, причем силы закона, силы юстиции, силы вот этой системы самой. Это данное обещание. А если рассматривать весы иносказательно, да, более аллегорично, более красиво, то весы – это понимание того, что есть две стороны. Твои интересы и интересы клиента, интересы партнера, интересы другой стороны. Поэтому вся юридическая система основана на системе договоренности, соблюдения договоров. Поэтому справедливость по юстиции – это не так, как там какие-то высшие истины, да, какие-то моральные законы. Это законы, прописанные человеком. Как мы договорились с тобой, так и правильно. Договорились на высокую цену, значит, кровь из носу, выполни свое обещание, сделай то, что сделай то, что ты обещал, и будет тебе счастье. Нарушишь свое обещание, будет плохо. Поэтому это скорее данное обещание, умение правильно думать о том, что нужно другой стороне и выполнять свои обязанности по отношению к противоположной стороне. Теперь мы смотрим на противоположную сторону, да? Мы находимся сейчас в седьмом доме в знаке весов. Весы – это умение соблюсти интересы двух сторон, и свои, и чужие. Сильная сторона весов как знака в том, что они идеальные партнеры, идеальные там жены, мужья. Они думают о другом человеке, они понимают нужды другого человека. Поэтому, если вы хотите кому-то выговориться, чтобы вас правильно поняли, идите к весам, они вас поймут. Весы лучше всего работают с чем-то таким, что не их, то партнерское. Теперь смотрим на противоположный дом, на первый, на Овна. Овен
Что хочет Овен? Овен хочет то, что нужно ему. Потому как он считает по высшей жрице, вот это мое желание правильное, это неправильное, да, то есть черное и белое. Он понимает глубокую свою внутреннюю правду, поэтому он хочет что-то для себя нужного, правильного. А вот весы, как партнер, как противоположность и другая сторона этой же монеты, весы хотят в первую очередь то, что хочет Овен. То есть Овен хочет быть счастливым. Весы тоже хотят, чтобы был счастливым Овен. Поэтому это, в принципе, желание счастья для себя. Овен сделает счастливым партнера после того, как станет сам счастливым. Если Овен будет счастлив, он сделает счастливым всех. Весы будут счастливы только после того, как партнер станет счастливым. Истинное счастье для весов – это видеть, как радуется другой человек. То есть это, в принципе, то же самое, только наоборот как бы. То есть это обратная сторона той же монеты. Поэтому эти 4 карты мы вполне можем рассматривать в определенной привязке. К примеру, маг, маг хорошо понимает, чего он хочет. Юстиция – это умение понять желания не свои, а желания партнера. То есть это то же самое, только наоборот. Но то же самое. Видите, да? То есть эти карты, если их разложить по этой системе, они начинают работать еще более глубоко, более сильно, более интересно. Вот. Ну, по крайней мере, мне интересно. Вот такие дела пироги у нас с этим знаком. Поэтому, смотрите, если еще брать символику зодиака, у астрологов считается, что погружение в шестой дом – это погружение в себя. Следующий путь из шестого дома через седьмой, восьмой, девятый, десятый – это путь наружу. Да? Вот тут Аид украл Прозерпину и утащил в подземное царство. Тут зерно начинает прорастать, чтобы возродиться к новой жизни, вернуться в мир. Тут человек понял, что он всю жизнь сначала учился жить ради себя, первые 4 дома, потом вторые 2 дома он пытался понять, чем же он может быть полезен для других людей, для своей семьи, для своего партнера. И вот тут он понимает, что вообще счастьем может быть и счастье другого человека, а не только то, что ты там хочешь себе по льву, да, по солнцу, по своему собственному желанию. Поэтому весы – это соблюдение договоренностей, то есть пойти навстречу другому человеку. И есть как бы понятие договора, закона, порядка, но как бы истинная справедливость – это сделать так, как ты обещал, но поступиться еще некоторыми своими желаниями, пойти на некоторые жертвы. Если ты понимаешь, что ты можешь сделать другого человека чуть-чуть счастливее, ты себя в чем-то ущемляешь, ты приводишь себя в неудобное для себя положение, отказываешь себе в чем-то ради другого человека. Две планеты тут, это Хирон, как весы, да, то есть как Фемида, это понимание того, что есть разные стороны, есть разные миры, есть твой мир внутренний, есть мир человека, и есть взаимодействие разных этих уровней, да, есть некая высшая справедливость и справедливость нашего мира. А вот Венера, как второй управитель этого дома, это любовь, да, ну мы помним, любовь к другому человеку. Ты делаешь что-то из любви, не потому что ты себе что-то хочешь, а потому что ты просто любишь другого человека, возлюби себя, возлюби других как себя самого, да. Вот, эта идея, в первую очередь, ну, мы помним кого, вот, чтобы не нарушить ничьи чувства. Я уже не буду про Христа говорить, но должен сказать, что повешенный, как человек, намекающий на распятие, не является образом Христа. Он намекает на Христа, так как это любовь, самопожертвование и добровольное приведение себя в неудобное положение. Да? Есть как бы значение этой карты, что повешенный вообще-то, он как бы сам себя повесил, сам привел себя в это в неудобное положение ради кого-то другого, да, чем-то жертвует ради других людей. Вот. Я думаю, что вы слышали об этой трактовке карты. Очень многие считают, что вообще это
отсылка, опять же, к Одину, который сам себя повесил на дереве для того, чтобы познать некую высшую истину. В частности, научиться искусству рун. Вот. Однако, я должен сказать, что скандинавская мифология в том виде, в котором она нам известна, она очень серьезно ощутила на себе влияние христианской мифологии, поэтому тут нельзя с уверенностью сказать, что это именно Один, который сам себя подвесил, пригвоздил к Игдрасилю. Что ж за повешенные в таком случае? Вы меня спросите, а я вам отвечу. Дело в том, что для того, чтобы понять античную и, в частности, средневековую символику средневековых карт, нужно думать как средневековый человек. Нужно мыслить их категориями, их образами. Повешенный вверх ногами человек достаточно известный и достаточно знаменитый в средние века. Это нам сейчас не очень это очевидно, а для них это было очевидно. Святой Петр. Дело в том, что его тоже распяли, как и Христа, вот. Только он попросил не распинать его в точности, как Христа, так как он, ну, не достоин, да, поэтому он попросил его повесить вверх ногами. Вот. И по мифу, да, по истории его повесили вниз головой и вверх ногами. Поэтому для средневекового человека образ перевернутого креста и образ человека, висящего вверх ногами, вниз головой, это явная отсылка к святому Петру. Чем еще знаменит святой Петр? Слышала, что повешенный повесил себя не ради других, а ради себя самого. А вот теперь смотрите, повешенные бывают разные. Повешенный ради себя самого, ну, во-первых, это Один, раз. Во-вторых, как бы казнь через повешение была обязательно для дезертиров, для клятва преступников, для нарушивших обещания, для предателей. Кто у нас предателей повесился? Иуда. Вот, ну, Иуду тут рисовать не очень, да? К тому же идея Иуды, она, ну, такая, так себе идея, да? А должна быть, как бы, ну, учащая чему-то человека. А вот святой Петр, он тоже трижды отрекся от Христа в свое время, трижды предал Христа, но одумался, покаялся, и теперь он стал уважаемым человеком. Более того, ему выдали ключи от рая, и теперь он является хранителем ключей от рая. Он впускает, либо не впускает людей в рай, да, в Царство Небесное. Вот такие дела, пироги, малята. Вот, собственно, вот такая вот интересная символика у нас сегодня, да. Может быть, я кого-то удивлю, может быть, нет, но как бы что есть, то есть. Надо сказать, что символика ключа достаточно близка еще к Херону. Там астрологический символ Херона как раз ключик. Да? И Херон, он отвечал за то, чтобы, ну, вот за это ощущение разных миров, разных порядков. Пускать, либо не впускать человека в другой мир проводником, в другой мир был в свое время Херон. И ключик именно вот такой. То есть, опять же, я не могу вам сказать, что карты полностью соответствуют знакам зодиака, полностью соответствуют домам и, и планетам. Дело в том, что это достаточно размытое понятие, и переходят они одно в другое очень плавно и витиевато порой, да, как в радуге нет перехода жесткого от зеленого к желтому, то есть сразу вот желтый, 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 а потом бац, зеленый. Да, нет такого. Есть постепенный плавный переход. Так и тут мы тоже видим, что Херон, он в принципе за переход между разными мирами. То есть он такой как бы проводник, да, это очень похожее ощущение на последующего Гермеса, либо Меркурия, который был, в принципе, путешественником между мирами, но он переносил знания. А вот Херон, он либо допускал тебя, либо нет. Вот. И, кстати, имя Харон
И понятие того, что мертвых перевозят в лодке через Стикс, да, тоже вот каким-то краем сюда, да. Но про Петра можно отчетливо сказать, что это тот, кто впускает живых из мира живых в высший мир, в Царство Небесное. То есть он является привратником, да. И он же судит, пускать человека либо нет. А вот, поэтому весы это, опять же, вот этот повешенный человек, да, он как бы и есть вот это решение. Опять же, ощущение повешенности и это висеть между двумя мирами. Вот ощущение подвешенности, ты не на твердой земле, но и не в небе, да, то есть не то, не то. Вот. Если брать символику привратника и пропуска в загробный мир, есть очень интересный товарищ у древних египтян. Анубис, страж весов, опять же, да, весы, на суде Осириса. Что за суд Осириса, да, и что за весы? Весы на суде Осириса — это весы, на которые ложили душу умершего человека и взвешивали вообще. Он достаточно хорош для того, чтобы заслужить вход как бы в высшее царство, либо он плохой и будет страдать. Взвешивал, конечно, ну, решал-то Осирис, высшее божество мертвых, да? Но взвешивал, собственно, этот самый Анубис. И Анубис считался проводником душ мертвых в загробное царство. И вот, собственно, эти весы, вот, собственно, Анубис, а рядом с ним еще одна интересная дамочка с головой крокодила, они чуть-чуть позже. Повешенный считается не слишком благополучной картой, потому что это застой, зависшая ситуация. Ну, в переносном смысле, да. Зависшая ситуация, вообще весы, как бы они считаются таким чуть нерешительным знаком от того, что они всегда просчитывают варианты. От чего ситуация зависшая? От того, что есть варианты и сложно выбрать. То ли то, то ли это. То ли туда, то ли сюда. Ни рыба, ни мясо. Вот. Правильно либо неправильно. Весам гораздо проще сделать выбор и произвести некоторые действия, если они понимают, что хочет партнер. Вот Овен рявкнет, ну-ка быстро. Окей, хорошо, да-да-да, все, я уже все сделал. Вот. Вот такие дела, пироги. Не очень благополучная карта еще и потому, что приходится чем-то жертвовать. А жертвовал человек всегда при переходе из одного состояния в другое. Есть такая штука — тролль под мостом. Мост — это переход на другую сторону. Мост — это переход в другой мир. И для того, чтобы перейти, нужно было троллю заплатить чем-то, что-то пожертвовать, чтобы он тебя пропустил. Харону, да, не Херону, Харону, нужно было заплатить монету за перевозку души через Стикс. Собственно, зачем и почему мертвых хоронят с монетками на глазах, раньше хоронили, да, это плата за перевозку. Вот. Это жертва, которую должен совершить человек. Седьмой дом. Нужно упомянуть, что седьмой дом — это вообще и, в принципе, отношения тет-а-тет, один на один, партнерство. Это брак. Опять же, символ Фемида и весов часто указывает на договор, на подписание договора, на штампик в паспорте, на брак, который заключен на бумаге, на договоренность, на обещание. Что такое брак? Это обещание. Обещание партнеру. Вот. Договоры союза, контракты, сотрудничество, индивидуальные консультации — это когда ты пытаешься понять, что человеку нужно, и посоветовать, что ему нужно, прочувствовать его желания, его нужды и помочь ему чем-то. Индивидуальная консультация. Но причем один на один. Это не водолей, который видит весь рынок, видит все человечество и понимает твое место в человечестве. Это весы, которые могут прочувствовать твою ситуацию на сейчас. Ну и враги тоже, оппоненты, враги, то есть противоположная сторона. Ну и, собственно, предатель, да, это
тот, кто переходит на противоположную сторону. Ясно, да? То есть весы — это двойственность, счет другой стороны. И мы с вами видим, что по весам как бы вот есть это ощущение взаимодействия с желаниями человека. Первый дом — это мои желания, что я хочу. А партнерство — это дом седьмой, противоположный дом. Это то же самое, только наоборот. И вот это взаимодействие порождает связи между этими самыми, между картами. Вот, как вам это показать? Вот, да, то есть вот первый дом и седьмой. Повешенный, он жертвует собой ради кого-то. Он понимает, что есть правильно и неправильно. Что пожертвовать правильно, решает высшая жрица. То есть есть некий смысл. Жертва не имеет смысла, если это просто так, если это бесцельно, без какой-то высшей цели. Высшую цель дает высшая жрица. Ну и переход в другой мир — это, соответственно, смерть. Что такое смерть? Что такое этот самый, как его, Анубис? Почему Анубис? И почему там какая-то штука с крокодилией головой, да? Это богиня, которую очень четко связывают с понятием страха. Собственно, карта смерти — одна из самых страшных карт. И есть такая богиня, была такая богиня, ну и сейчас, может, есть, да? Кто же разберет этих богов? Богиня Селкет. Известная как еще как Серкет, Серкет-Хетит. Древнеегипетская богиня-покровительница мертвых. Как ни странно, да? Является богиней-покровительницей еще и целителей, отводит и исцеляет укусы ядовитых животных и насекомых, в особенности скорпионов. А в ипостаси Божественной Матери она очень часто изображалась еще и с головой льва либо крокодила. Там был отдельный бог с головой крокодила, мужская как бы линия, но богиня с головой крокодила — это Серкет или Селкет. За что она отвечала? Она, опять же, провожала людей в царство мертвых. Принимала и вместе с этим самым, вместе с Анубисом взвешивала души мертвых. Вот. Но это символика уже страха. Потому как это богиня страха, ужаса и всего сопутствующего, яда, страшного и неприятного. Мы с вами входим в 8-й дом, карта смерть, первая карта 8-го дома. А 8-й дом, он собой характеризует, внимание, приданное, наследство, долг, кредит, работа с чужими деньгами, крупные финансы, да, вот странно вроде бы, да, а при чем тут это? Причем тут скорпионы вообще, страх и чужие деньги. Крупный бизнес, ну и уже, собственно, ясно. Смерть, опасность, смертельные болезни, опасные события, магия, мистика, паранормальные переживания. Там же секс, опасные виды деятельности, трансформация и прочее, прочее. Смерть как переход, как трансформация. Почему? Потому что если человек в своей жизни ощутил необходимость жертвовать ради кого-то другого. Это происходит где-то к 49 годам, если смотреть по этой системе. Опять же, система очень условная, и тут примерно 84 года в среднем человек к 50 годам, он понимает, что нужно работать ради других людей, ради семьи, ради партнера, ради жены, детей и прочего-прочего. Примерно в это время человек сталкивается с очень серьезным для себя страхом. Со страхом смерти. Почему так происходит? Дело в том, что обычно примерно в это время умирают родители человека. Примерно в этом возрасте. Ну, я не говорю о частностях, но в общем и целом, примерно в 50 лет твои родители имеют уже лет 65-70, а в средние века как бы это уже, ну, явно человек был готов уйти в мир иной. Поэтому, осознав свою жизнь во благо другим людям, ты вдруг сталкивался с смертью. Когда ты понимал, что вечно жертвовать чем-то плохо, потому что ты будешь все время отдавать, и рано или поздно, если ты будешь отдавать все время безостановочно, ты умрешь.
отдав себя всего. Поэтому нужно было вовремя остановиться и понять, что из нужного ты можешь пожертвовать, а чем ты пожертвовать не можешь. От того, что жертвовать всем постоянно, это тоже плохо. И грамотные и продуманные весы это чувствуют. Вот, поэтому мы сталкиваемся в восьмом доме со страхом того, что если мы будем жертвовать постоянно всем, мы умрем. Вот. Теперь смотрим восьмой дом и второй дом. Во втором доме у нас Венера и Херон. Как любовь, исходя из того, что ты видишь разные уровни, по по тельцу ты любишь другого человека, потому что ты можешь, потому что ты чувствуешь, что в тебе больше любви, и ты на низший уровень можешь передать часть своей любви по Херону. Вот. Но в первую очередь любовь– это Венера, это ощущение жизни, ощущение полноты жизни. А вот ощущение полноты смерти– это страх. И тут мы видим с вами разницу, да? Страх по Марсу, а второй управитель дома– это Марс. Страх по Марсу– это противопоставление Венеры. Да? И мы знаем, что Арес, он как бы, ну то есть Марс, отвечал и за страх в том числе. И тут мы видим две планеты в восьмом доме. Плутон и Марс. Это страх и глубинный внутренний ужас смерти. Смерти человек боится по умолчанию от того, что это естественно. Как он любит жизнь, так он боится смерти. Это один и тот же процесс. А вот. Любит и хочет он быть вместе, увеличить количество, приблизить к себе еще от того, что он это дело любит, он по тельцу. По Скорпиону, по восьмому дому, он уже отделяет себя от того, чего он боится, чего он не хочет видеть в своей жизни. За счет того, что ты отделяешь себя от ситуации, ты говоришь, извините, нет, этим я пожертвовать не могу, ты отдаляешь себя от человека, ты как бы человека не любишь. По весам ты человеку все жертвуешь. По повешенному ты вообще отдаешь себя на казнь ради человека, да? Но в какой-то момент ты понимаешь, что бесконечно это продолжаться не может, и ты хоть и любишь человека, но должен ему отказать, сказать нет. Из-за страха потерять себя всего. Вот. Поэтому вот этот страх и ужас– это то, что ассоциировалось в свое время с богиней Серкет и совсем таким вот неправильным. И считается, что эта самая богиня Серкет, Серкет, она покровительствовала еще и ведьмам, магии, колдовству, прочему, где человек делает уже что-то якобы для себя. Но такое страшное и во что лезть не хочется. Это символика смерти, это, конечно же, еще и символика Аида. Вот. А символика страха это Цербер. Цербер это трехголовый пес, да, который стережет врата Аида, стережет врата смерти. Если ты туда попал, назад ты выбраться не можешь от того, что там очень страшный зверь сидит, да? Что за страшный зверь? Это одно из воплощений Гекаты. А Геката это, в принципе, та же самая, ну вот, собственно, Херон, который, либо Аид, который перевозит людей в свое царство, страх и ужас смерти, да. Геката трехликая богиня, трехглавая, трехтелая богиня, которая отвечала в первую очередь за ведьм, за ядовитые растения, имела много колдовских атрибутов. Это богиня лунного света в Древней Греции, преисподней и всего таинственного, страшного. Ее символика еще и собаки. Ей очень часто приносили в жертву собак, поэтому, в принципе, вот образ трехглавой собаки– это Геката. А вот, скажем так, привратник мира мертвых. Такой вот древнегреческий, древнеримский апостол Петр с ключами, привратник, вот такой страшный, ужасный. Вот. Выступает как предводительница еще и дикая
Кстати, должен сказать, что мы тут видим такие зубцы интересные. Есть мнение, что богиня Геката, она же богиня свободы, да? Статуя свободы в Америке, в Нью-Йорке, да? И первое, что видел человек при покидании как бы старого мира, при переезде в новый мир, он видел вот эту Гекату с факелом, да? Мы видим факел, мы видим вот эти зубцы на головном уборе. Считается, что это Геката. Но это чуть не так. Я чуть попозже вам об этом тоже расскажу. Статуя свободы это не совсем Геката. Хотя символика перехода в другой мир, в новый мир, ну, в принципе, интересно. Версия очень интересная такая. Достаточно соблазнительная версия, что у них там в Америке вон кто рулит. Да? Хорошо. И вот теперь интересно. Геката, кроме того, что была покровительница всего страшного, ядов и, ну, в принципе, символика Скорпиона понятна, а, отвечала за снятие чар злой порчи. Ее часто ставили как статуи на перекрестке трех дорог, так как это, ну, символика перехода в другую сторону. Вот один и развилка трех дорог это выбор между одним миром либо другим миром. Вот. Ну и символика страха ужаса в первую очередь. И есть версия того, что она была предводительница дикой охоты. Почему я упомянул о дикой охоте вообще, что это за песня такая? С чем ее едят? Ну, во-первых, символика карты смерть, да? Это смерть именно на коне. Почему на коне, да? От чего вот не пешком с косой? Потому что часто смерть рисовали с косой, да? И в балахоне с пешком. Тут она рыцарь на коне. Причем такой, ну, явно рыцарь, но не такой ужасающий, как бы, как должен. Дело в том, что смерть на коне это одна из символики дикой охоты. А дикая охота это такая штука интересная. Так, где у меня этот Алик? Вот. Это скачущая по небу кавалькада воинов, либо рыцарей. Часто там был Один, есть даже такая целая картина «Дикая охота Одина», да, где там вот ведьмы, черти и всякое прочее. Вот это все. Это символика страха, ужаса, того запретного, во что соваться вообще человеку не стоит. Дикой охотой пугали людей, чтобы они по вечерам, детей, чтобы они по вечерам не высовывались из дома, говорили, вот прилетит дикая охота, тебя украдут, заберут с собой в мир мертвых. Вот. Считалось, что Геката была предводительницей всего этого дела. Ну и там скакали всякие ведьмы, черти и прочее, прочее. Если помните, Мастер и Маргарита, вот они там по небу скакали, да, это вот тоже вот оттуда все. Вот такие дела пироги. Собственно, это символика страха ужаса, которая была смешана с пониманием того, что если ты не будешь бояться, то ты очень легко умрешь. Вот. В фольклоре Северной Германии, к примеру, призраками дикой охоты предводительствует женщина по имени Холда, Хулда или Холде. Это богиня материнства и домашнего очага. А в Южной Германии она известна под именем Берта или Перхта. В Норвегии как Фриг. Они, как правило, стерегут души некрещенных детей и связаны с Луной. Отождествляются с римской Дианой или Гекатой. Собственно, страх и ужас. Страшное, ужасное. Вот такие дела. Теперь давайте вернемся к карте. Да?
Собственно, мы тут видим еще и священника, либо первого священника, женщину, ребенка, царя, то есть все пали под копытами дикой охоты, да? Ну, не дикой охоты, под копытами лошади смерти, всадника этого. Эта карта была составлена, по моему мнению, из двух символов. Это пляска смерти. Есть такая штука, как же это по латыни-то, я не помню, но я латынью не очень. Да, что-то Мортис Салтатио, что-то такое вот. Танец смерти, Данца Даля Муэрта, да, или по-гальски Макабр. Больше знали вот Макабр, Данс Макабра. Аллегорический сюжет живописи и словесности именно времен уже Средневековья, п- представляющий собой один из вариантов европейской иконографии бренности человеческого бытия. Персонифицированная смерть в виде скелетов, да, и прочих таких страшных дел ведет к могиле пляшущих представителей всех слоев общества: знать, духовенство, купцов, крестьян, мужчин, женщин, детей, всех. Вот. Это символика того, что хочешь не хочешь, но ты тоже как бы ляжешь в могилу. С этим осознанием сталкивался человек, когда понимал, что даже если ты полностью отдаешь себя своим престарелым родителям, полностью все делаешь за них, кормишь, поешь, ухаживаешь, все равно рано или поздно они умирают. Даже если ты согласен себя отдать полностью, все равно мы сталкиваемся с тем, что внезапно годам к 50 человек осознает, что он смертен. И это такое очень серьезное испытание. Те, кто пережил смерть хотя бы одного из родителей, хорошо это понимают. К примеру, у меня отец ушел уже, да, я вот это хорошо понимаю. Ну и, собственно, вторая составляющая этой карты — это триумф смерти. Вот, например, по Брейгелю, да, а, собственно, да, был такой художник, голландский, по-моему, я уж не помню. Вот, он тоже очень живенько все эти дела изображал. Такие картины как раз и были направлены на то, чтобы человек задумался, тот, кто еще не пережил смерть воочию, да, как бы, хотя в средние века это было проще простого. Они задумались о том, что наша жизнь не бесконечна, не безмерна, поэтому нужно думать о высшем, нужно меняться, пока не стало слишком поздно. Поэтому смерть — это еще и страх возмездия за твои неправильные действия. А неправильные действия — это какие? Ну, помните, черное и белое, да? Мы видим тут символику, опять же, черное и белое. А помните высшую жрицу, да? У высшей жрицы там вот опять же эти два столба, черное и белое, это правильные и неправильные действия. Но думать сообразно своим этим самым моральным нормам, ценностям, своей совести. Совесть — лучший контролер, скажем так. Поэтому, если брать два дома, да, 8 и 2, это умение понять, что нужно другому человеку, как его ограничить, как сделать так, чтобы человек не слишком разъелся, не разжирел, не перебрал чего-то больше, чем ему нужно. Ограничения, которые человек накладывал и в первую очередь на себя, если по второму дому хочется больше, 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 дайте мне еще, еще, нужно больше зерна, нужно больше детей, да, плодитесь и размножайтесь, плодородные земли как символ тельца, то символ ограничений и смерти — это скорпион. Это понимание того, что если ты вовремя не остановишься, будет плохо, будет кирдык. А вот, накажут. Соответственно, что там надо было делать? Вторая из упоминаемых сегодня этих самых добродетелей — это умеренность. Собственно, я когда листал интернеты, чтобы найти какие-нибудь интересные картинки, чтобы проиллюстрировать, наткнулся на столько значений этой карты, что аж, ну, жуть берет. Там люди как хотят ее, так и
трактуют. Кто пьянство, ну, в чем-то тут есть, как бы, да, интерес. И в круговорот жизни, что эта вода жизни перетекает из одного кубка в другой и прочее, прочее, и всякое. То есть, ну, там масса всего, масса символики, что это мужчина, что это женщина, что это ангел, что это там еще что это что-то значит. Вот в чем прелесть именно этой карты, что она значит ровно то, что на ней написано. Temperance — это умеренность. Умеренность — это умение найти правильную, ну как-то, золотую середину. Не больше, не меньше. Именно ровно столько, сколько нужно. 7 раз отмерь, один отрежь. Почему он тут переливает? Считает, что он типа меряет. На самом деле все очень просто. В средние века добродетель, умеренность в аллегорическом виде часто изображали как ангела, либо как женщину, которая доливает а, воду в стакан с вином. Разбавляет вино, чтобы не было слишком крепкое, чтобы не захмелеть, чтобы, ну, чтобы вести себя правильно, подобающим образом. Поэтому тут всего-навсего, ну, ой, рановато, это попозже. Вот, тут всего-навсего символика, аллегория на ограничение себя, но уже не из-за страха, а в надежде на то, что дальше тебе будет лучше, ты будешь правильным человеком. Человек, сталкиваясь со смертью своих близких, он задумывался о вечной жизни и понимал, что вообще-то нужно меняться. Нужно умереннее кушать, нужно меньше пить, нужно как бы думать о будущем и прочее, прочее. Вот. Если брать христианскую трактовку, то умеренность делает человека независимым от того, над чем он не властен. То есть, если телец, да, и второй дом — это на привычки, пристрастия, ну, как бы правильное, хорошее, по-хорошему тельцу это правильные, хорошие привычки. Тут освобождение от любого рода привычек, ломка шаблонов, освобождение от того, что тебе мешает, для того, чтобы стать человеком лучшим. Вот. Тем человек сохраняет мир души и чистоту сердца, без которых невозможно спасение. Но в средние века все люди были, ну, как бы, и философы, и вообще, умные люди, они думали о том, как бы спастись и себя, и людей. Теперь дальше. А, Квадратик и треугольничек, да, очень простая символика, если знать алхимию, да, если знать средние века и примитивную философию. 4 либо квадрат — это материальный мир, тройка — это мир духовный. Это переход из материального мира в духовный. Это понимание того, как превозмочь свою материальную природу и стать высокодуховным человеком. Поэтому все эти значения, что я видел на сайте, к примеру, как там школа русское Таро, да, либо как Савченко, а, колесица, ну просто с ума сойти. Ну да ладно, как бы человек, у него свой взгляд на это. Там очень много инфы, он ей работает очень здорово, ну как бы вот. Тут все просто, если знать, о чем речь идет. Если не просто собирать инфу, а ее анализировать и работать с ней, и понимать, что это за символика, все становится очень ясно. Умеренность, она и есть умеренность. Правильно ли Овну жить по аркану умеренности? Правильно всем жить по аркану умеренность, от того, что это одна из добродетелей. Правильнее всего жить по 4 добродетелям. А вот умеренность — это одна из них. Без этого у вас ничего не выйдет. Это как, знаете, вот вы спрашиваете, правильно ли жить по умеренности? Само собой. Это как кому-то пришли там, просили на Рэбе, ну к Рэбе, да, Рэбе, скажите, а секс без любви — это грех? Он так глянул, говорит: господи, да что же вы все с этим сексом? Все, абсолютно все без любви — это грех. Вот, поэтому, да, умеренность не только Овну, всем правильно жить по умеренности. Просто умеренность — это умение умеренно жить по умеренности. Если слишком упирать на умеренность, это уже будет неумеренная умеренность. То есть, ну, чувствуете, да? Вот такие дела, пироги.
Причем, смотрите, даже если взять того же Уэйта, у него есть значение именно этой карты экономия, умеренность, бережливость, управление и приспособление. Экономия, умеренность и бережливость, так сидишь и думаешь, господи, ну где-то же мы вот в последнее время очень-очень живенько все это дело слышали, да? Будьте бережливы. Опять же, вот символ того, что... Помните, я вам сказал, что в каждом этом самом... В начале каждой трети зодиака есть карта с восьмерочкой. Ну, то есть со знаком бесконечности, как перехода из одного состояния в другое, что нужно меняться, жизнь перетекает и прочее, прочее. Это у нас было в маге, первая карта первого дома, в этом самом, в силе, это пятый дом, да, начало второй зоны стабильной. И конец этой зоны стабильной, так как, в принципе, эту карту можно растянуть и на следующий дом, как и любые карты, можно их чуть-чуть растягивать за границы, накладывать одна на одну, они как бы это, в принципе, одна история, без четких границ, а с переходом из одной карты в другую плавно. Вот есть эта восьмерка, да, как переливание из одного в другое ощущение, что вот оно все идет, все меняется, и ты постепенно меняешься. Баланс это скорее весы. Вот, это скорее умеренность. Умеренность это посередине, не нашим, не вашим. Это как бы, ну, определенного рода баланс, да. Может быть, но и иногда чрезмерная сбалансированность мешает движению. Поэтому баланс и умеренность это все-таки чуть-чуть разные вещи. Вот. Теперь смотрите, берем Уэйта и понимаем, что экономия, умеренность, бережливость, управление, то есть разбавить вино, что в принципе делает вот эта фигура, умеренность, она разбавляет вино. И, кстати, у древних на античных пирах вот они пили вино разбавленное, именно чтобы контролировать себя, чтобы не перепить слишком сильно, вот, чтобы было вот. Поэтому вот умеренность это такое, это аккуратное, бережливое с ощущением будущего. То есть я сейчас вино разбавлю, и на потом больше будет, и я сам буду более трезвым, да, то есть, ну вот если уже так совсем буквально плоско. Это в понимании того, что вот сейчас я не буду совершать чрезмерных действий, вот, и тогда мне будет хорошо. Почему скорпион? Почему умеренность? Дело в том, что скорпионы это яды, это лекарства. Яд, к примеру, змей, гадюки, опять же, это змей, скорпион, да, а, считается целебным при умеренной дозировке. Умение правильно вымерить вот нужную дозу может сделать из чрезмерного яда, может сделать хорошо работающее лекарство. Но и если забыть меру и совсем, ну, дать мало, совсем мало, то оно и работать не будет. Лекарство работает в умеренной дозировке, не слишком малой, но и не слишком большой. Так что она не совсем не оказывает эффекта, либо оказывает отрицательный эффект. У поляков есть хорошая поговорка «Цо за дуже, то не здорове». Чего слишком много, то становится вредным. Да? То есть это обо всем, даже о лекарстве, можно так сказать. Слишком много антибиотиков тоже плохо, поэтому умеренное, разумное потребление и разумное, осознанное потребление, руководящее разумом, да, Грета Тунберг, да, и очень модная сейчас идея потреблять меньше, умеренно, использовать дольше, да, переработка, то есть мы с вами видим эту восьмерочку уже в современных циклах, прочее, 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 то есть, ну вот, это как бы так ради смеха, но тем не менее, вот опять же, оно все работает. Умеренность это хорошо. Иначе мы все умрем. От чего сейчас вот все эти греты, да, все говорят, давайте повторное использование, нет одноразовой посуде, нужно еще раз и еще раз, нужно обдуманно, осознанно потреблять, не
не покупать больше, чем тебе нужно, а останавливаться вовремя. Вот. Из-за страха того, что мы все умрем, нас завалит мусором, как бы, ну и прочее, экология. И, ну, я думаю, что вы в курсе, я эту тему уже особо развивать не буду, не потому, что я не поддерживаю, я поддерживаю, да, мы вот разделение мусора у нас мы тоже производим и прочее всякое такое. Пакеты одноразовые я очень не люблю. Переработка, рециклинг, все это вот, само собой. Вот следующие 7 старших арканов. То есть мы вот с вами так плавно, 2 часа у нас на одном дыхании прошло. Первые 7 старших арканов. Человек рождается, осознает свои желания, потому что он чувствует, что какие-то его желания правильные, а какие-то неправильные. Это я хочу, я буду делать. Он находит внутреннюю энергию в своих желаниях для движения дальше. Второй дом. Родители ему дают, научают как бы жить, накапливать знания, накапливать жизненный опыт по определенной, скажем так, системе. При определенном понимании того, что есть высшие авторитеты, от того, что они больше накопили, у них больше жизненный опыт, и их нужно слушаться от того, что у них больше жизненный опыт. Они на более высоком уровне жизни находятся. Вот высокий уровень жизни – это император, да? Он следит за всем этим. Дальше следующие, проистекающие из него авторитет – это авторитетный учитель, обладающий большим количеством знания, да, Меркурий, который переносит знания из одного мира, с одного уровня на следующий для других, да, он учит всех одинаково, если к нему приходят за советом, вот, что один, что второй, они одинаковые. Ученики у Иерофанта, они одинаковые, от того, что они близнецы, от того, что он всем дает одни и те же знания, которые у него есть. Которое знание нужно тебе, ты уже решаешь сам. Для этого нужно понять, что тебе нужно выйти из этого райского состояния, где за тебя думают папа, высший авторитет, либо Бог, принять на себя ответственность за свои личные знания, вкусить запретный плод и выйти в ночь холодную без тапок в свою собственную личную жизнь, в которую тебя родители выпустят с наследством, да. Во-первых, это твои наследственные данные, как физическое тело, да. То есть это тот скафандр для твоего сознания, в котором ты как в латах едешь в колеснице. Это тот механизм, который работает сам собой. Тебе его дали в дар, ты им просто пользуешься для, для того, чтобы создать свой очаг, свой дом. По восьмой карте, по пятому дому, ты понимаешь, что ты его создал, но теперь тебе хочется по-своему уже, не так, как тебя учили авторитет, хочется по-своему рычать. Ты понимаешь, что ты представляешь сам из себя, так как для себя-то ты, в принципе, это все и делаешь, но уже скучно для себя. Хочется для людей. Ты понимаешь, находишь свое место сообразно со своими способностями, находишь место в мироустройстве. Для этого ты понимаешь это мироустройство, потому что для того, чтобы понять, что ты за винтик, в какое место системы, механизма тебя можно вкрутить, ты должен понять, как работает эта система. При понимании этой системы ты понимаешь, что это вообще-то взаимодействие с другими людьми, и нужно учитывать их интересы. Иначе, если ты не будешь учитывать интересы других людей, далеко ты не уедешь. С тобой просто общаться не будут, если ты не хочешь чем-то жертвовать. Поэтому для других людей приходится что-то жертвовать, чем-то жертвовать своим, да, для того, чтобы повысить свой уровень. В какой-то момент ты понимаешь, что слишком много жертвовать ты не можешь, иначе ты отдашь себя всего и умрешь. Даже если ты согласен отдавать себя всего, к примеру, для своих родителей, в какой-то момент ты все равно сталкиваешься со страхом смерти от того, что родители умирают, да, и ты понимаешь, что для того, чтобы войти в последующее, в последующую жизнь, да, чтобы твою душу пропустили в рай, ты должен быть добродетельным человеком, поэтому ты должен соблюдать умеренность в своих мыслях, действиях, в поступках, во всем, во всей своей жизни.
Вот примерно такой путь у нас до 14 старшего аркана. Осталось у нас еще 7. Ну, вообще-то 8, если считать мир и шут одной картой. Вот такие дела, малята. Собственно, Роман, а вы потом расскажете про кармические карты? Почему выделены именно Иерофант, Колесо Фортуны, Справедливость и Страшный суд? Я, честно сказать, со спецификой именно кармических карт глубоко не знаком от того, что я прекрасно понимаю, что нет каких-то карт, которые отдельно кармические, а другие не кармические. То есть все те системы, где каждая из карт выделена в какую-то там уникальную способность, это все фигня. От того, что карты, она каждая карта по-своему кармическая. Если ты не проходишь понимание того, что заложено в символику карты, ты портишь себе карму. Если ты проходишь эту карту хорошо, правильно, как выносишь урок из того, что происходит с тобой в жизни по этой карте, ты свою карму улучшаешь. Поэтому, ну, скажем так, хорошая карма — это прямые карты, если ты их правильно прошел. Плохая карма — это карты перевернутые. Всё. Тут как бы городить огород незачем. Ну, я так считаю. А почему именно Иерофант, Колесо Фортуны, Справедливость, Страшный суд? Интересно. Я к следующей лекции я постараюсь этот вопрос изучить. Если там есть здравое зерно, я своими соображениями обязательно поделюсь. Вот такие дела, пироги. Хорошо, ну что, на сегодня все. Я надеюсь, что к понедельнику я рассчитываю собрать свежую инфу по последующей лекции, последние 8 старших арканов, и расскажу в общем и целом, что и как. Самые быстрые, самые медленные карты. Дело в том, что если вы имеете в виду время, да, есть карты, которые отвечают за ощущение времени. Но дело в том, что ощущение времени у человека разное. У каждого человека свое ощущение времени. Поэтому то, что как это русскому хорошо, то немцу смерть, да, то, что одному человеку карта быстрая, другому карта очень медленная, да, и в общем и целом. А ощущение времени есть, к примеру, в том самом, ну, хорошо, отшельник может быть медленной картой, а то, что человеку нужно задуматься, замереть, поймать момент, миг. Но миг — это очень быстрая тема, да, то есть тут непонятно, то ли отшельник, отшельник — это один миг, одна секунда. И вот это либо очень быстро, либо очень медленно. Как для вас? Хотя он стоит, он неподвижен, он замер в мгновении в этом, да. Колесо фортуны — это ощущение смены циклов. Вот. Умеренность, либо temperance, да. Темп. Temperance — это латинский корень, который, в принципе, значит, ну, ощущение времени, как быстро ты что-то делаешь, насколько быстро, насколько умеренно, либо неумеренно быстро ты что-то делаешь. Сама смерть может тоже значить время, так как, ну, человека как бы подгоняет страх смерти. Смерть очень часто с клипсидрой, да, с песочными весами рисовали. К примеру, весы и повешенные могут ощущаться как медленное время, так как ощущение подвешенности. Но с другой стороны, это ощущение подвешенности между двумя мирами. От того, что, ну, это переход, а переход, он может быть очень быстрым. В общем, время по какой-то одной карте, сказать, что одна карта в чем-то круче другой, нельзя. Они все разные. Они абсолютно все разные, каждая выражает свой какой-то очень глубокий смысл, и заключить, чтобы просто сказать, ну, одна карта более быстрая, а вторая более медленная, можно, если, ну, условно, очень косвенно. Вот. Но руководствоваться этими значениями я бы не стал. Ну, к примеру, маг очень энергичная карта, она может считаться медленной. Но для того, чтобы делать что-то правильно по магу, ты должен понять, что нужно соблюдать правильный темп, а он временами может быть очень медленным.
Вот. Такие дела, пироги. Хорошо, девушки, спасибо за внимание, спасибо, что были, что смотрели. Я обязательно эту лекцию сохраню. Ну и до понедельника, я думаю, увидимся. Готовьте ваши вопросы в комментарии. Можете их там написать к следующей лекции. Я постараюсь как-то на них ответить. Вот забыл на предыдущие вопросы. Ну, я думаю, что я, может, выделю отдельную лекцию для ответов на вопросы. Поэтому не стесняйтесь, оставляйте свои вопросы в комментариях к вышедшему видео. Не к эфиру, а, собственно, к вышедшему. Постараюсь что-то там ответить, как-то вам что-то придумать умное. Всё, спасибо всем и до свидания. До новых волнующих встреч.